Друзья, всем привет! Еще раз благодарю вас за проявленный интерес к моему каналу, за бесконечное количество комментариев и лайков. Очень приятно. На комментарии, к сожалению, не получается отвечать, но я все читаю и делаю выводы. И, в общем, по плану сегодня должна была быть еще одна серия про Charger, в которой я бы рассказал его историю. А у него действительно есть интересная история. Как он попал на парковку из того самого леса, где он стоял. Но все пошло по пи***. Когда мне позвонил человек и сказал: Антон, ты меня не знаешь, я твой подписчик, вот такая вот тема, может быть, тебе интересна. У моего какого-то там далекого знакомого, у деда стоит какая-то старая машина, очень похожая на Ford Mustang в гараже. Она стоит там уже 10 лет, и купил он ее где-то в конце 70-х годов. А после этого у меня просто волосы на руках, там, на ногах стали дыбом. Я такой: так, подожди, что ты сказал? Ford Mustang какого-то там мохнатого года, у какого-то там дедушки. И такое еще бывает. Он сказал: я не знаю, как бы, вот тебе координаты человека, вот его дедушка владелец, езжайте, общайтесь, гараж находится там-то, езжайте, смотрите, все для вас. Ну и после этого, это было там 2 дня назад, после этого я, естественно, оборвал телефон этого человека. И да, дедушка, который привозил машину, будучи моряком, в далекие 80-е годы, катался на ней там буквально недолго. После этого она встала со сломанным мотором, советские документы, и это Мустанг 65-го года. Неизвестно, правда, фастбэк или купе, поскольку мы не видели. Сейчас только мы туда поедем, поскольку сейчас такая погода, времени терять совсем не хочется. Тимофей поехал общаться, расплачиваться за машину, забирать документы, а я с друзьями еду откапывать гараж, в котором не был никто как минимум год точно. Соответственно, сейчас все увидим. Поехали! Вот тут ответственный момент, мы наконец подъезжаем к локации. Это какой-то совковый гаражный кооператив. Буквально по навигатору показывает, что мы сворачиваем с Севастопольского. И вот этот гаражный кооператив. Непонятно, как туда заехать. Сейчас вот там вроде есть место. Да, это оно. Так, в общем, вот здесь въезд. Блин, как же нам туда заехать? Мы с подкатом сейчас будем колупаться. Сейчас я попробую туда заехать. И вроде как гараж должен быть сразу слева за воротами. Блин, снега там еще просто по колено. Ладно, попробуем парковаться и пошли на разведку. Антох, нет! Нет!
Ты, короче говоря, не поверишь. Это реально документы. Это Ford Mustang 65-го года. Дед нам отдал документы, отдал ключи. Сказал, ребята, откапывайте, забирайте его. Потом привезете обратно. Если что-то найдете, говорит, от машины, это ваше. Говорит, я туда не пойду, мне, говорит, не хочется. Я в жизни последний раз, наверное, года 2 назад видел редкую американскую тачку с СССРовским учетом. Это технический паспорт автомобиля. Какого года? Не помнишь? Я даже не смотрел, если честно, что там написано. Я просто посмотрел марку и модель, и она написано Ford Mustang. Да, Ford Выдан Mustang. в 89 году. Офигеть, очень круто. Короче, вот этот гараж, но там по колено снега. Там еще его расчищать, видимо. Сейчас здесь. Вот, короче, этот 41-й гараж. Но снега тут реально не по колено, но по щиколотку чуть выше. И этот момент истины, вот они, ключи от этого гаража. Если они подойдут, если нам правильно сказать, что это 41-й гараж, да. Значит придется искать везде. Но мы попробуем. Видимо, тут давно никто ничего не разгребал. Погнали! Так, он не сказал, какой ключ куда? Нет, он ничего не сказал. Он сказал, что адрес и номер гаража 41-й. С первого раза угадал. Подошло? Да. Ну, нижний, по крайней мере. Нет? Нет, все, слава богу. Ты готов? У меня Давай прям посмотрим. мандраж. Что здесь интересного? Ты не поверишь, посмотри! Да, это он. Это фастбэк. В пыли и разобранный. Но это фастбэк. Короче, давай, поехали. очищаем. Любимое дело. Какой сосед. Детское счастье. Сейчас танк увидит свет. Впервые за известное количество времени. Вуаля! Так-то тачка в очень неплохом состоянии. Она была когда-то покрашена, походу валиком, но она не ржавая. Ее когда-то пытались восстановить. Видно, что это делали еще в совке, поскольку красили, наверное, даже здесь или на улице. Она вся в каких-то точках, подтеках, очень много крошки, пыли всякой в краске или в лаке. Колеса спущены, естественно, всякое барахло на машине не валяется. Там куча тряпок, листьев, пыли. Реально олдскульный инструмент, и вообще сам гараж как бы такой атмосферный. Сейчас выкатим машину, я посмотрю, может быть, еще найдем какие-то детали от нее. Потому что машина так-то разукомплектована. То есть нет стекол, нет салона. Частично. Ну да, и нет, к сожалению, мотора и трансмиссии, фар. Ну, короче, дурдом. Не знаю, будем заказывать все это из Америки, наверное.
А пока выгоняем машину и смотрим. Вообще я не представляю, как мы ее в таком тупике будем выкатывать. Попросим ребят нас помочь, да, убирай все эти тряпки отсюда. На машине, чтобы вы понимали, ну не знаю, 3 миллиметра слой пыли. Но она здесь стоит не первый год, потому что я такого слоя пыли не видел никогда на машине, просто 1 сантиметр тут у нас. Вот это очень круто, вы не представляете, это фастбэк, это не какой-то седан, да, это фастбэк, эта машина реально имеет охренеть какую ценность. Блин, бро. Все, валим. Нам немного повезло, какие-то запчасти здесь есть. Это фара. Все, правда, разобрано, ничего не держится, не крепится. Упс. Решетки задние от фастбэка. Комплект. Ну и супер, фар тоже комплект. Тоже крашеные, но у них куча сколов на них. В любом случае это все пойдет под полный перекрас. Но хорошо, что это есть и не придется заказывать из Америки. В общем, самое, да, важное его сейчас хорошенько привязать, чтобы он нигде на повороте у нас не соскочил. А так, мне кажется, мы еще не осознали наше счастье. Да, бро? Да. Он вообще в задумстве еще пока. Очень круто, блин. Хочется скорее его отмыть и загнать в наш теплый гараж, и там уже его потрогать и пощупать при нормальном освещении, и все взвесив, все эмоции. Это очень круто. Не передать словами, насколько невероятно находить такие машины в России. Давай, Серег. Еще? Давай, давай.
Это я уже поэтому. Все, выезжаете. Ну что, друзья, мы наконец загнали коня в стойло, мы его помыли, я уже успел накинуть очки за передних фар и задние решетки. Это, к сожалению, все, что было в комплекте с ней. Но после мойки есть куча хороших новостей. Машина не ржавая совсем, ну то есть ржавчина, но не сквозная. Если детально изучить полы, багажник, подкапотное пространство, все в хорошем состоянии, все прокрашено, и наша задача состоит в том, чтобы найти на нее запчасти и собрать. Здесь все в хорошем состоянии, крылья, арки, несущие элементы, все выглядит хорошо, покрашено, останется только поставить сюда мотор. Да, здесь не хватает вентилятора печки, самой печки, не хватает тормозной системы полностью, только суппорта на колесах и диски есть. Вакуумника нет, ГТЦ нет и магистралей. Подвеска вся собрана, не хватает решетки радиатора, передней накладки, бампера. И по сути все это можно попробовать в России найти, но скорее всего мы это все будем заказывать из Америки и контейнером отправлять сюда, чтобы собрать. Мотор на него у нас тоже есть, мы купили его буквально пару месяцев назад, отдельно, он был вместе с коробкой. Простенький 283 фордовский мотор, small block, двухкамерный маленький карбюратор. Все по стоку, состояние его пока неизвестно, еще пока не открывали. Но я думаю, в течение ближайшего времени мы его полностью вскроем, отмоем, произведем анализ всех запчастей. Ну, скорее всего, он отправится в полный ребилд, как и коробка. И потом обретет новый дом в нашем Мустанге. Ну что, друзья, подведем итог. Я безгранично счастлив. У нас в гараже новый конь. Это Mustang Fastback 65-го года выпуска. В хорошем состоянии, но без запчастей. Это был спецвыпуск, поскольку эта находка была очень для нас как снег на голову в этот день сегодня. И в следующей серии мы продолжим, естественно, разговаривать про Charger оранжевый. В следующей серии он уже выйдет. И потом потихоньку мы будем делиться с вами новостями о том, как проходит процесс сборки Мустанга и всех наших машин в гараже. Поэтому подписывайтесь, следите, пишите комментарии и обязательно расскажите друзьям про наш канал. До новых встреч!